Режиссерский дебют Уайта Рокфеллера, где перед нами предстанет бескрайняя, жгучая и суровая пустынная местность Красной планеты и всего несколько героев, которые ее населяют: женщина, мужчина и их дочь. Хочется отметить, что для дебюта фильм «Заложники Марса» вышел очень достойный. И опять же скажу касательно локализации в положительную сторону. Тут она выстреливает лучше в качестве как магнит, притянуть как можно больше зрителей к экранам, отражая суть и место действия, тогда как оригинал, он называется «Поселенцы», что сходу может у некоторых отбить желание интересоваться, о чем этот фильм, про что он там, читать описание, смотреть его и так далее, отдает какими-то беженцами и бедствиями. Режиссер постарался передать бурные бытовые отношения нескольких бывших землян, которые на протяжении десятков лет находятся на враждебной поверхности и пытаются построить новую жизнь. Довольно ярко демонстрируется минималистичность построенного мира. Создавали эту пустынную, подавляющую, гнетущую марсианскую ферму, где пути исследования кажутся бесконечными, а побег невозможен. У нас на Земле, конечно же, в Южной Африке, в пустыне под названием Намаква-Ленд. От начала и до конца нас будут сопровождать эта огромная пустая местность, засыпанная песками и камнями, ферма и эти несколько персонажей, вокруг которых и будет крутиться история и сюжет. Оценивая ситуацию, понимаешь, что это не похоже на то, что главные герои бежали в надежде для лучшей жизни. Скорее всего, они были движимы идеей построить что-то большее. Они хранят надежду культивировать хоть какое-то подобие жизни, которое было на нашей и ихней бывшей голубой планете. Земля уже не та, что была раньше, как-то обронил отец своей дочери, которая расспрашивала его о том, как выглядят слоны, жирафы и прочие животные, которые когда-то населяли родную планету. Ее любопытство вызвано тем, что она никогда вживую не видела животных и еще много чего земного, так как родилась на Марсе. Как выясняется, и отец тоже мало чего видел и мало что может описать. Скорее всего, по одной не озвученной причине много чего вымерло. Отец продолжал размышлять вслух о том, что когда-нибудь их нынешний дом станет таким же, как и Земля. Но оптимизм из его фразы немного выветривается, и осознание того, что все будет хорошо, когда ты видишь, что на Марс люди привезли с собой не только зерновые культуры животных, но и насилие с оружием. С самого начала растет напряжение и идет много намеков на то, что герои не одиноки на планете. В фильме герои будут ходить без скафандров и дышать в полную грудь. На поверхности Марса есть местами вода. Это ничего не объясняется. Скорее всего, человечеству как-то удалось терраформировать или начать этот процесс красного соседа, но ничего из этого в фильме не упоминается, и мы все это должны додумать сами и принять за новую действительность, отличительную от той, что у нас имеется сейчас. В фильме демонстрируется, я ссылаюсь на описание к фильму, 2078 год, хотя это никакой роли абсолютно не играет, можно было бы вписать любую дату, ничего бы от этого не изменилось. Возможно, разве что от такого расклада Илону Маску немножко грустно, то, что люди оказались там так поздно. Кино камерное, все в одной локации, внимание приковано либо к иссушенной, обожженной глиняной местности Марса, либо к действующим лицам. Фильм с меткой 18+, идет почти 2 часа. Бюджет? Пока точных цифр нет, я не нашел, но думаю, что скромный. Но кино не выглядит дешево, это на нем не отражается. Сложно его порекомендовать кому-то определенному. Тут, скорее всего, перед просмотром нужно иметь какое-то подходящее настроение, чтобы оно зашло. Вот у меня как-то так совпало и настроение, и еще с учетом того, что это, как я сказал ранее, первый серьезный большой фильм этого режиссера, что тоже дает плюс в копилку, и я не могу назвать сам фильм плохим. Но я думаю, что многие могут заскучать по ходу просмотра, особенно если учесть все перечисленные ранее факторы. Плюс там толком нет никакого дикого экшена. Картина совсем про другое. «Заложники Марса». Что вы думаете о фильме, напишите в комментариях. А на этом всем спасибо. Пока.